Всем привет! Что такое технический прогресс и как его понимать в экономическом контексте? На первый взгляд все просто. Как нам объясняют либеральные научные школы, в рамках капиталистической экономики развитие технологий является неотъемлемой частью рыночного процесса. Микроэкономика, раздел экономической теории, строит весьма убедительные модели, которые показывают, желание максимизировать прибыль с одной стороны и конкурентная борьба с другой вынуждают собственника фирмы идти на риск и инвестировать в новые технологии. Это позволяет снизить издержки производства и увеличить продажи, одновременно получая повышенную прибыль. И с позиции отдельного капиталиста эта схема действительно выполняется. Однако, когда с помощью микроэкономических моделей правые экономисты пытаются объяснить закономерности системы рыночных отношений в целом, получается полная глупость. Они не принимают во внимание важное противоречие между частными и общественными интересами, которое пронизывает все этажи капиталистического здания. Разобраться в логике этих отношений помогают выработанные в экономической науке теории стоимости. Теория предельной полезности и трудовая теория стоимости. В соответствии с либеральным подходом, стоимость — сугубо субъективная величина. Она существует лишь в сознании покупателя и продавца и зависит от величины полезности товара для участников сделки. Например, в пустыне за стакан воды мы будем готовы отдать все, что у нас есть. В то же время, проживая на берегу реки, где доступ к воде не ограничен, полезность этого же стакана воды для нас будет стремиться к нулю. Таким образом, теория предельной полезности делает следующий вывод. То, чего у нас много, обладает для нас низкой полезностью, а значит, мы будем продавать такой товар и взамен приобретать то, что обладает для нас высокой полезностью. Наверное, на Авито, где люди избавляются от ненужных вещей, такое работает. Однако в рамках капиталистического товарного производства эта модель выглядит очень странно. Попробуйте прийти на порог мясокомбината и попросить там бесплатно пачку пельменей. А что, у продавца на складе этих пельменей тонны, и полезностью для него они обладают низкой, иначе бы не продавал. Тогда ему будет не жалко немного с вами поделиться, правда? Конечно, в жизни вас пошлют к чертовой матери. И трудовая теория стоимости объясняет, почему. Вне зависимости от наших желаний и предпочтений, каждый товар имеет свою объективную стоимость. А все потому, что на его создание был потрачен человеческий труд, как рабочих самого мясокомбината, так и работников других отраслей экономики, которые, например, поставляли ему станки, растили скот, производили электроэнергию и так далее. Таким образом, пачку пельменей вы сможете получить только тогда, когда взамен предоставите товар равной стоимости, то есть произведенный с такими же трудозатратами. В целом, стоимость любого товара можно представить как сумму двух элементов – постоянного капитала и вновь созданной стоимости. Первое – стоимость станков, зданий, сырья, то есть выражение той стоимости, которая уже была создана ранее и существовала до начала производства данного товара. Второе – новая стоимость, созданная трудом наемных работников при производстве конкретного товара. Однако в жизни работник получит в виде зарплаты эквивалент лишь части созданной им стоимости. Этот элемент называется переменным капиталом и будет равен стоимости рабочей силы. Она ведь тоже является товаром, стоимость которого равна стоимости жизненных средств, необходимых для ее воспроизводства, то есть еды, одежды, образования и так далее. Другую часть созданной стоимости заберет собственник предприятия. Этот элемент называется прибавочной стоимостью и превращается в прибыль капиталиста после продажи. Таким образом, при прочих равных условиях товары на рынке будут обмениваться по стоимости. Стоимостью будет определяться и цена товара, указанная на ценнике. И в долгосрочной перспективе ценовые пропорции будут соответствовать стоимостным. То есть если цена литра молока будет составлять 50 рублей, а булки хлеба 25 рублей, это будет означать, что стоимость этих товаров, то есть трудозатраты при производстве, также соотносятся как 2 к 1. Это делает обмен эквивалентным и позволяет поддерживать воспроизводство капиталистической экономики. А как же полезность товара, о которой говорят либералы? Неужели она никак не влияет на товарообмен? Влияет, но не имеет отношения к меновой стоимости. Полезность товара, то есть его значимость для потребителя, будет влиять на объем спроса и, как следствие, на цену товара. Например, внезапно возникшая мода на валенки увеличила полезность этого товара в глазах потребителя. Спрос вырос, повлек за собой рост цены. Однако технология производства валенок, а значит и стоимость, остались теми же. Значит, валенки теперь будут продаваться на рынке по цене выше стоимости.
Это привлечет в отрасль новые инвестиции, ведь производство валенок теперь чрезвычайно выгодно. Предложение товара начнет расти, а цена падать. Поскольку рынок никто не регулирует, то падает она до уровня ниже стоимости, и процесс запускается в обратном направлении. Так почему я начал с технологического прогресса, а потом вдруг стал рассказывать про валенки? Дело в том, что всякое развитие технологий служит достижению главной цели — сокращению трудозатрат производства и, как следствие, снижению стоимости товара за счет замещения ручного труда машинным. Тот капиталист, который сумел сделать это раньше остальных, получает возможность продавать товар по цене выше стоимости и получать сверхприбыль. Однако в условиях конкурентной борьбы так вынужден делать каждый собственник, иначе его вытеснят с рынка. В конечном счете это будет вести к тому, что в масштабах всей отрасли стоимость товара будет падать. Замещение человека машиной будет снижать размер вновь созданной стоимости. В результате будет сокращаться и прибавочная стоимость. Формальным образом это можно объяснить через показатель рентабельности или средней нормы прибыли. Она рассчитывается как отношение прибыли к издержкам производства. В категориях трудовой теории стоимости эта дробь будет выглядеть так. В числителе – размер прибавочной стоимости. В знаменателе – сумма постоянного и переменного капитала. Разделим числитель и знаменатель на v, что позволяют законы математики, и в результате в большой дроби мы получим две маленькие. В знаменателе появляется показатель органического строения капитала. Он отражает отношение между затратами капиталиста на покупку станков и наем рабочей силы. В условиях научно-технического прогресса ручной труд будет замещаться машинным, то есть c будет становиться все больше, а v все меньше. Значит, этот показатель будет постоянно расти, а поскольку он стоит в знаменателе большой дроби нормы прибыли, ее значение будет падать. В числителе есть не менее интересный показатель — норма прибавочной стоимости. Он отражает пропорции, в которых вновь созданная стоимость делится между работником и капиталистом. И здесь технологический прогресс также играет не на пользу капитализма. Замещая людей станками, капиталист вынужден нанимать все более квалифицированных работников. Их рабочая сила будет иметь большую стоимость, поскольку для воспроизводства рабочей силы экскаваторщика требуется больше затрат труда, чем простого землекопа с лопатой. Хотя бы потому, что оператора экскаватора надо обучить работе с техникой и тратить дополнительное время на создание его рабочей силы. Таким образом, в постоянно сокращающемся объеме вновь созданной стоимости доля переменного капитала будет непременно возрастать, а значит, доля прибавочной стоимости падать. В результате числитель дроби нормы прибыли будет сокращаться, а вместе с ним и вся дробь целиком. В общем, будущее капитализма выглядит не слишком радужным. Чтобы выжить в конкуренции, капиталист должен осуществлять инвестиции в новые технологии и снижать стоимость произведенных товаров. Однако это неизбежно ведет к снижению отдачи от инвестиций и падению рентабельности капитала в долгосрочной перспективе. Новые технологии позволяют заместить живых работников станками. Однако, в отличие от человека, машину эксплуатировать нельзя. Она не создает новой стоимости, часть которой можно присвоить себе, а лишь переносит свою стоимость на стоимость готового изделия. И если вдруг капиталист решит сэкономить на станке, например, на его обслуживании, больше прибыли он от этого не получит, поскольку такой станок быстрее выйдет из строя. Таким образом, чем технологичнее становится экономика, тем меньше в ней возникает стимулов для инвестиций. А полностью автоматизированное производство, где машина целиком заменила человека, не может и вовсе приносить прибыли, поскольку понятие стоимости в ней исчезает. Значит, развиваться по-рыночному в такой системе будет невозможно, и капитализм можно будет окончательно сдать в архив. Впрочем, это теория, которая объясняет лишь основные закономерности внутреннего устройства рыночной экономики. В реальности капитал не хочет мириться с падением рентабельности, а значит, будет всеми силами бороться за жизнь, даже если ради этого научный прогресс придется повернуть вспять. Об этом поговорим в следующем ролике. Не пропустите, будет интересно.